Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы сделаем обзор на замечательный мультфильм Чип-Чип и Дейл. Это мультфильм моего детства, надеюсь, и мультфильм вашего детства. Это очень классный, замечательный мультик, рассказывающий про истории двух бурундуков и мыши, и, конечно же, еще одной мыши, по... как звали эту мышь Рокфор. И у них была еще муха-пыжик. Это, в общем, вся наша команда, которая занималась спасением разных животных и всего прочего. То есть занимались спасением. Это очень интересный мультфильм, который действительно стоит посмотреть. Он затрагивает очень некоторые интересные моменты о многих сериях, которые действительно очень важны. Этот мультфильм учит нас дружбе, уважению друг к другу и, конечно, к всему прочему. Он обучает дружбе своих друзей и обучает дружбе нас. Соответственно, мультфильм действительно очень интересный, классный, очень старый, но, тем не менее, этот мультфильм достоин действительно просмотра. Я знаю то, что за некоторое время успели выйти какие-то новые мультфильмы, посвященные Чипу и Дейлу. Я их не смотрел и, как бы сказать вам, пока ничего не могу. В целом, затрагивая саму по себе вселенную Чипа и Дейла, именно вот эту, так как были другие Чип и Дейл, которые снимались еще со времен Второй мировой войны, и там они, конечно, были хулиганами, которые доставали других героев мультфильмов Дисней, но тут как бы немножко все по-другому. Это сам по себе очень классный мультфильм. Тут очень интересная мышь Гаечка, которая создает очень много интересных вещей. Чип и Дейл это два, скажем так, друга, не знаю, может быть они даже братья, так как в мультфильме это никак не оговаривается, но если кто смотрел первые серии, наверняка помнит то, что там был Рубин, который пытался украсть кот. Да, кот, я сейчас не вспомню, как его зовут, но, в общем, их один из главных злодеев, да, скажем так. И, соответственно, соответственно, наши герои занимались с борьбой с этими преступниками, да, и как бы защищали других животных. В целом была вся их работа. Но очень интересно, очень неожиданные и интересные серии и повороты сюжета. Да, конечно, мультфильм достаточно небольшой. Там всего, по-моему, 61 или 64 серии. Но в целом этот мультфильм действительно интересный. Его стоит посмотреть, а тем более посмотреть детям. Да, его можно посмотреть и взрослым. Никто не запрещает посмотреть этот мультфильм взрослым, так как он подойдет в принципе и для взрослых людей, для тех людей, кто любит мультфильмы. А я уверен, что такие люди есть. Этот мультфильм очень затрагивает важные моменты. Например, там была серия «Культ Кока-Колы», по-моему, она как-то так называлась. И, соответственно, там затрагивалась тема того, что там была якобы секта. И, в общем, затрагивалась тема секты. Это очень интересно. И были некоторые другие очень интересные серии. Я, например, помню серию, где Муха-Бжик, он вырос и стал таким большим и начал крушить город. Правда, я не помню по каким причинам, но в целом я помню эту серию. И для меня это мультфильм детства. Как действительно очень интересный, очень классный, очень важный мультик. В общем, для тех, кто любит классику, старые мультики, может посмотреть, потому что это очень интересный мультфильм для
всех очень интересный. А и на этом я с вами вынужден попрощаться, сказать вам пока. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, подпишитесь. Всем удачи, всем пока.